Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы начинаем новый увлекательный мастер-класс по созданию всадника с тыквенной головой и его верного коня по мотивам легендарной саги «Сонная лощина». Этот проект прекрасно подойдет к Хэллоуину, но также может стать отличным украшением интерьера или коллекционной игрушкой. В первой части я покажу вам обзор готовых игрушек, расскажу о размерах, вариантах цветовой гаммы, а также обо всех материалах и инструментах, которые понадобятся для вязания. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение, и нажимайте колокольчик. Впереди самое интересное. И еще пару слов об идее проекта. Мне поступил срочный заказ к Хэллоуину связать знаменитого всадника без головы из легендарной сонной лощины, вернее по мотивам сонной лощины. Мне пришлось быстро проработать схему и все детали, а благодаря вашей поддержке и вдохновению я решила, пусть этот проект будет доступен каждому. Поэтому, если вы хотите выделиться оригинальной вязаной игрушкой к Хэллоуину, этот подробный видеокурс по вязанию всадника и его коня как раз для вас. А если мрачные игрушки не ваш стиль, вы можете связать коня в праздничных цветах к наступающему году красной огненной лошади. Это получится оригинальным подарком в восточном стиле. Сейчас более подробно расскажу о фигурке всадника. Плащ съемный, на кнопочке застежка. Вот так выглядит. Ножки цельновязанные с туловищем. Пришиваются отдельно ручки и голова. А вот эту голову-тыкву вы можете не пришивать сюда, а сделать, например, на петелечке вот сюда, чтобы одевать на руку, или пришить, чтобы он держал ее. Сама фигурка вяжется по кругу, и метод я использую галочки, или, как еще его называют, под нитью. Поэтому этот метод прекрасно подойдет для новичков. Из деталей меч, ножны и меч как будто вставленный внутрь. И два ремешка. Небольшая вышивка. Так что даже если вы еще не вязали игрушки, я уверена, что у вас обязательно получится. Сейчас сориентирую по размерам. От пумпочки до подошвы получается 14 сантиметров. Еще раз покажу поближе. Плащ тоже я вязала крючком и пришивала кнопочку. Теперь, что касается лошадки. Метод также я использовала под нитью. Вот так выглядит. Цельно вязаная. Здесь тоже минимум пришивания. Вот здесь вот внутри. Грива из ниточек. Вот такая. И также добавила седло и упряжку. Небольшая вышивка. Глазки и ноздри. Приблизительно по длине лошадка где-то сантиметров 11, почти 12. А высота приблизительно где-то 13-14 сантиметров. В коротеньких видео я уже показывала, как выглядит всадник верхом на коне с разных ракурсов. Он может и рядом стоять. Кстати, ручки я сделала здесь специально. Закрепила как крючочки, чтобы он мог хорошо держать вожжи. Теперь, что касается цветовой гаммы. Вы можете вязать этого всадника в черной одежде полностью, либо сделать его еще более милым, связать в контрастной светлой одежде, например. Я использовала вот такие тона осенние.
Поэтому все на ваше усмотрение, по вашему вкусу. То же самое, что касается коня. Вы можете связать его в любом цвете, можно в красном цвете связать и подарить, например, к Новому году или оставить как в качестве декора для себя. Так что вы можете выбрать цвета на свой вкус, и ваши игрушки получатся с совершенно другим характером. Теперь перейду к обзору материалов и инструментов. Для вязания игрушек я использовала пряжу Yarnart Etamin, тоненькая пряжа, производитель Турция. Это стопроцентный акрил, в 30 граммах 180 метров. Самый большой расход черной и коричневой пряжи. Понадобится, может быть, по моточку, по полтора. Я точно не знаю, потому что вязала из остатков пряжи. Там соединяла их. Ну, пусть у вас будет вот этих цветов. Лучше по 2 моточка. Итак, по цветам черный номер 422. Коричневый 440. Темно-зеленый 443. Вот этих цветов нужно будет совсем по чуть-чуть. Серый 449С, оранжевый 446, красный 434, желтый 439 и яркий зеленый 438. Для наполнения игрушки я использую холофайбер. Для вязания использовала крючок номер 1. Также понадобятся ножнички, маркеры, иголочки для разметки и пришивания и сантиметровая лента или линейка. И для плаща я использовала вот такую пришивную кнопочку. Можно использовать пуговицу, здесь сделать петельку и застегивать на пуговицу. Для того, чтобы гриве и хвосту придать блеск и выровнять, я использовала вот такой дорожный утюжок для волос. Но можно, в принципе, это сделать и с помощью обычного утюга. В следующем видео мы с вами начнем вязать. Так что приглашаю вас в комментарии. Напишите, пожалуйста, будете ли вы вязать вместе со мной и какие цвета вы выберете. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, вам понравился обзор и вы вдохновились на создание своего всадника и коня. Не забудьте поставить лайк, подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить продолжение. Напомню также, что к нашим видео доступны субтитры на разных языках. Если вы хотите связать игрушку, а языка вашей страны нет, напишите, пожалуйста, в комментариях, и мы постараемся добавить. Увидимся очень скоро в следующей части мастер-класса. Всем вдохновения и хорошего настроения. Пока-пока!